Здравствуйте! Любой из контроллеров MCX поддерживает подключение внешнего LCD-терминала по шине CAN bus. Сейчас мы продемонстрируем, как это сделать на примере контроллера MCX08M и терминала MMI GRS2. Первым делом физически свяжем терминал с контроллером. Для подключения можно использовать обычную витую пару и клеммные разъемы, или специальный телефонный кабель и разъем CAN RJ. Физически это один и тот же порт CAN. При использовании телефонного кабеля его длина не должна быть более 1,5 метра. При использовании витой пары длина линии может составлять до 1000 метров для скорости 50 кбит в секунду. Маркировку контактов клеммных разъемов видно на печатной плате. Слева направо это GND, V+, R120, CAN H, CAN L, GND. Несмотря на то, что контакты питания обозначены как GND и V+, данный терминал может быть запитан переменным напряжением 24 вольта AC. Информацию об этом мы можем увидеть на наклейке. Если мы посмотрим на разъем CAN RJ терминала, то слева направо обозначение контактов будет следующим. Первый не используется, второй GND, третий CAN L, четвертый CAN H, пятый не используется, шестой V+. Если мы посмотрим на контроллер, то увидим, что у него также присутствуют два типа разъема CAN. Заметим, что разъем CAN RJ отсутствует у компактных контроллеров MCX06D. Разъем CAN RJ, в отличие от клеммного разъема CAN, используется не только для передачи данных, но и для питания выносного терминала. Функционально контакты разъема CAN RJ контроллера расположены в том же порядке, что и контакты разъема CAN RJ терминала, с тем лишь отличием, что шестой контакт в контроллере является источником напряжения плюс 12 вольт. Таким образом, подключенный через CAN RJ терминал запитывается постоянным напряжением 12 вольт от внутреннего источника контроллера. Внутренний источник связан также с выходом 12V+ контроллера, который предназначен для питания активных датчиков. Итак, подключим терминал к контроллеру с помощью телефонного кабеля. Подадим питание. Видим на экране терминала статус Search UI. Это означает, что терминал не находит файл пользовательского интерфейса. Дело в том, что программа, залитая в контроллер, логически разбита на две части – алгоритмическую и интерфейсную. Чтобы терминал мог общаться с контроллером, ему необходимо скопировать в себя из памяти программ контроллера интерфейсную часть инструкций. На шине CAN может висеть более одного контроллера. Чтобы выполнить адресную привязку терминала к целевому контроллеру, нам необходимо знать скорость шины и адрес контроллера в сети. В нашем случае скорость составляет 50 кбит в секунду, а контроллер имеет адрес 1. Зайдем в меню BIOS терминала. Для этого необходимо одновременно, зажав кнопки Escape и Enter, удерживать их в течение 5 секунд. После входа в меню переместимся в самый низ из списка и зайдем в каталог CAN. Далее переходим в каталог Baud Rate и здесь задаем скорость шины. В нашем случае это 50 кбит в секунду. Убедимся, что контроллер увиделся терминалом. Для этого, не выходя из каталога CAN, переместимся в Active Nodes. Видим, что помимо самого терминала на линии присутствует всего одно активное устройство с адресом 1. Очевидно, это и есть наш контроллер. Дважды нажав Escape, вернемся в корневой каталог BIOS и отсюда перейдем в MCX Selection. Здесь выберем ручное задание адреса Manual Selection и зададим адрес целевого контроллера, в нашем случае 1. Нажимаем Enter. На экране терминала должен появиться статус Data. Это означает, что терминал загружает интерфейсную часть из памяти программ целевого контроллера. Загрузка средней программы занимает 1,5–2 минуты.
Как мы видим, подключение выносного терминала к контроллеру выполнено успешно. Теперь интерфейсная часть программы скопирована в энергонезависимую память терминала. Если отключить терминал от контроллера, а затем вновь подключить, контроллер подхватится терминалом сразу же, без каких-либо задержек и дополнительных действий. В том случае, если терминал подключен к контроллеру посредством витой пары через клеммные разъемы, принцип и последовательность действий по привязке терминала к контроллеру останутся неизменными. Всем спасибо! Подписывайтесь на наш канал, пишите вопросы, ставьте лайки. До новых встреч!